всеукраинский попрошайка, иждивенец, захребетник, трусливый, заморыш. Они специально подобрали такого. Легкий на подъем, актер и уже играл роль президента. Он сразу начал говорить и делать, как он привык в своем 95-й. Он точно продавал оружие на черном рынке по всему миру. Это самая коррумпированная страна в Европе, которая настолько коррумпирована. Бандит на бандите, вор на воре. Я прямо скажу, политическая кругом, на каждом шагу. А вы это вырежете. Вырежете. Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют, как Джона Кеннеди. Предлагаю вам. Я русский, из России, из Москвы говорю Трампу. Все делаем на двоих. Все будет решать Трамп и Путин. Путин и Трамп. И будет все спокойно. Он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же вообще специалист был по Ближнему Востоку. Он был реально экспертом. И все, что он говорил, сбывается действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. О чем еще предупреждал Жириновский, а мы тогда не разглядели, какое будущее нас ждет. Он все уже рассказал. Сегодня одна из целей нашего здесь мероприятия – дать прогноз на ближайшие 20 лет. Последний мирный Новый год. 22-й год – война. Вы ее начинаете, не мы. Вам будет плохо. Вам сегодня уже плохо. Но вы довели русских до белого коленя. Через 21 год мои предсказания, какой будет Америка в будущем, полностью сбылись. Я сказал, что Америка перейдет к политике изоляционизма. Может, держать весь мир в своих руках, за все платить, за все отвечать они не смогут. И прошли годы, это произошло. Они все знают, что Порошенко уходит, наворуем при нем. Порошенко уходит? Конечно. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский, вы считаете, Да. через шоу-бизнес Конечно. придет и... Он будет марионетка, кукла. Свободные люди нигде не нравятся. Везде мафия пытается скрутить их и выставить своих, ручных, кукловодов. А кукловоды в эти же дни решали судьбу киевского режима и самого Зеленского. Вот он главный дежурный по барахолке украинской. Вот до конца все раздаст, долгов наберет и избежит. Он исполнитель, эстрадный актер, своего рода герой водевиля. Стыдно. Он попрошайка. Если его назвать одним словом, всеукраинский попрошайка, иждивенец, захребетник, значит, как еще, дармоед. Сами не работают, только просят, дайте, дайте, дайте. 21 век для России и всего мира. Век борьбы с терроризмом. И самое плохое случится все в 21 веке. Потому что человечество слишком разных, слишком много. Планета вся уже истощена. Страшные болезни, так сказать, и катаклизмы ждут нас, поэтому надо быть хорошо подготовленной. Россия единственная в мире страна выиграет в этой ситуации. Почему? У нас есть огромная территория. Почему? И возникает фактор риска. Им нужны свободные территории, чтобы бежать от падающей, загнивающей территории другой части. Вот почему нужна сильная армия. Сегодня вам кажется, что я говорю что-то непонятное. Конечно, я же говорю с перспективой на 20-30 лет вперед. Но тем, кому здесь сидит в этом зале 30 лет, они же доживут, и они вспомнят, о чем. Если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО, и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Харьков, Луганск, Донецк, мы защитим эти города. ФБР все отлично знает о темных делишках просроченного диктатора. И если дать делу ход, то против киевского режима придется вводить санкции, а Зеленского брать и сажать на скамью подсудимых. Он точно продавал оружие на черном рынке по всему миру. Это самая коррумпированная страна в Европе, которая настолько коррумпирована, что НАТО не захотело принимать ее в свои ряды. Везде корыстные побуждения заработать, но они все погибнут. Но они думают об этом, как вор. Он идет на воровство, думает, что никто не заметит. Так и боевики. Им кажется, что они совершат вооруженные провокации против Донбасса, никто это не заметит. Они все под прицелом. Главаря киевского режима Жириновский давно видел насквозь. Они специально подобрали такого. Легкий на подъем, актер и уже играл роль президента. Он сразу начал говорить и делать, как он привык
своем, этот 95-й квартал. Человек ни на что не способный, трусливый, заморыш, как его назвать, не знаю, психически неустойчивый. Это специально выпустили такого зверька, побегай, попрыгай. Нужна им война. Их задача была начать войну против России. Для этого они должны бить Донбасс. И Россия будет вынуждена встать на защиту наших граждан. Это уже не соотечественники, русские граждане другого государства. Это граждане России. Их сотни тысяч. Надо такой шухер навести, такой страх на них нагнать, чтобы они поняли. Молчите все. И заикаться не имеете права. Смотреть в нашу сторону не имеете права. Чтобы там икались все. Чтобы бежали в Ла-Манш, а дальше некуда бежать. Британия. Ничего не спасет. Трижды там шикарная мебель, огромные счета в банке, какие-то скафандры. Все, что у вас есть, это вас не спасет. Вы обречены. И здесь нельзя по головке гладить. Все сделать так, чтобы все закончилось. Бородино. Все. Все, мы победили. Мы поднимаемся на наш Олимп, который становится пустым. Американцы уходят сами. Мы их убрали оттуда не потому, что война, а потому что им уже тяжело управлять. У них нету средств, нету энтузиазма. Они в другом месте будут зарабатывать. Поэтому для нас освобождается мировая площадка. И мы, огромная страна евроазиатская, и с хорошим образованием, с талантливым населением, мы будем жить лучше. Америка окончательно уйдет на американский континент. Будет создано новое государство на базе статут трех государств: Канада, США, Мексика. Мы должны всю нашу армию привести в полную боевую готовность 20 февраля. Расчехлить все ракеты, заполнить полные баки бензином и керосином все самолеты, дать все боевые задания и потихонечку на взлет. То, о чем вы сейчас узнаете, долгие годы скрывалось от общества. Владимир Жириновский – человек, которого многие считали лишь эпатажным политиком, громким и порой несуразным. Бесстрашный человек. То есть он лез туда, прям где в толпу к народу. Не уходи, иди сюда! Иди сюда! Иди! Бегом сюда! Ну иди сюда! Но на самом деле он вел работу, которая по масштабу и точности была сравнима с аналитикой лучших стратегов мира. Его можно назвать политическим доктором. Он брал анализы, политические анализы, и на этом ставил диагноз. Его дневники, записи, интервью и заметки содержат пророчества, которые он специально просил опубликовать позже, когда народ будет готов услышать правду. По поводу этих своих записок лет 5 назад дал такой прогноз. Протягивая мне одну из них, говорит с улыбкой: «Храните их все, меня не будет, миллионы будут стоить, ценнейшие вещи». Это, наверное, 1/1000 того архива, который у меня есть, поскольку вот эти так называемые бумажки, а на самом деле теперь уже ценнейшие документы эпохи, они рождались Владимиром Вольфовичем ночами. Он утром приходил, и у него такая стопка записочек, команд по всей. После его смерти ближайшие соратники, родственники обнаружили сотни часов видеозаписей и рукописей, часть которых были помечены как для будущего интервью, которые Жириновский хотел, чтобы опубликовали после того, как события начнут разворачиваться. Нашли целый просто пакет этих видео в его архиве, а на данный момент все, что он наговорил, это 25 000 часов. Донбасс, то есть Сталин подарил. Крым, Хрущев, это все входило в состав России. Там в основном русское население. В перспективе так и произойдет. Многие материалы были засекречены редакциями, потому что их содержание могло вызвать массовый страх или политическую нестабильность. Жириновский предсказывал международные кризисы и войны, которые тогда казались фантастикой. Есть люди, которые смотрят эти прогнозы, которым по 20-23 года. Представляете, их еще не было, а он уже понимал, что будет такая проблема. В соцсетях на своем канале он каждый день извлекает из бездонного архива и публикует очередное пророчество Жириновского, словно Владимир Вольфович по-прежнему где-то рядом. Среди наиболее заметных пророчеств – конфликт между странами Ближнего Востока, особенно Ирана и Израиля, который он называл неизбежным и драматичным, неожиданные войны в Европе, разрушение старых союзов и распад НАТО.
возникновение локальных конфликтов в регионах, о которых мировая пресса будет узнавать лишь после того, как события разгорятся. Он предупреждал, война начнется там, где никто не ждет, и последствия будут глобальными. Эти прогнозы он подробно фиксировал в дневниках и повторял в интервью, которые редакции не осмеливались опубликовать. Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу. Не менее точными были его прогнозы о мировой экономике. Падение валют, обвал биржевых рынков и финансовые кризисы в крупнейших странах, крах банковских систем и массовое обнищание населения, резкие изменения цен на энергоносители и стратегические ресурсы. Жириновский предвидел последствия глобализации и роста цифровой экономики. Люди потеряют контроль над своими деньгами, если не будут внимательны. По свидетельствам близких, он опасался, что публикация этих прогнозов вызовет панику, и потому многие интервью о кризисах были скрыты. С потрясающей точностью, не будучи каким-то прорицателем, он именно был, не хочется говорить был, тем не менее профессионалом, востоковед, аналитик, ученый, и он действительно понимал, где мы, кто мы и куда идем. Пророчества Жириновского касались и внутренних процессов, возможность политической нестабильности и скрытых кризисов в государстве, раскол общества из-за экономических и социальных проблем, манипуляции элит и закулисные игры, о которых население не подозревает. Он считал, что народ должен быть готов к неожиданным поворотам истории, и именно поэтому часть материалов была закрыта до определенного времени. Жириновский понимал, что раскрытие этих предсказаний раньше времени могло бы вызвать массовые протесты или социальный хаос. Последний мирный Новый год. 22-й год – война. Вы ее начинаете, не мы. Вам будет плохо. Вам сегодня уже плохо. Но вы довели русских до белого коленя. Особое место в его записях занимали пророчества о технологиях. Полный переход на цифровые валюты и отказ от наличных средств, повсеместное внедрение наблюдательных систем, камер и алгоритмов, которые контролируют поведение людей, использование искусственного интеллекта для управления общественным мнением и манипуляции сознанием населения. Жириновский предсказывал, что машины будут знать о людях больше, чем люди о себе. Среди наиболее удивительных прогнозов – глобальная трансформация политического и экономического ландшафта, распад Старого Союза, создание новых центров силы. Россия, по его мнению, должна была стать ключевым центром влияния на мировую политику. Сегодня, когда архивы Жириновского становятся доступными, мы видим, что он оставил не просто политическое наследие, но и предупреждения, которые могли помочь людям подготовиться к грядущим событиям. Его пророчества о войнах, экономических кризисах, технологическом контроле и глобальной перестройке мира уже начинают сбываться. Близкие исследователи отмечают, за эпатажем и скандалами скрывался аналитик и стратег, способный предвидеть события с точностью, которая поражает. И теперь возникает главный вопрос: что бы изменилось, если бы народ услышал эти слова вовремя? Владимир Жириновский был не просто политиком и скандальной фигурой. Он оставил послание будущему, записи интервью и дневники, которые содержат пророчества о будущем России и всего мира. Их сокрытие поднимает вопрос о прозрачности информации и о том, насколько общество готово слышать правду от своих лидеров. 21 век, и у вас давят и душат русскую культуру. Позакрывали все русские школы в Киеве. Сколько школ на русском обучении? Одна пожалуйста, школа? господин Жириновский. А было 20. Господин Жириновский. В 2006 году я сказал, что никогда Запад, США не променяет Украину, Россию на Украину. Никогда. Вы никогда не будете... Вам хочется, я согласен. На равных все, президенты сидят, но понимаете, есть порода. Есть пудель, собачка, есть волкодав. Жизнь, как детская рубашка, короткая и обосранная. Как живешь, как желудь, кругом одни дубы, и каждая свинья тебя сожрать хочет. Вот 3 поговорки всем на всю оставшуюся жизнь. И все будет хорошо. Он предвидел грядущие перемены, и ему было важно успеть написать проект клятвы гражданина России.
Я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти 6 букв, Россия, всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой родине. Несколько дней назад в соцсетях внезапно ожила страница Владимира Жириновского. Там появилось интригующее сообщение. В ближайшее время случится то, что изменит ход событий. Многие окажутся в шоке. Ждите. Публикация возникла в те дни, когда весь мир гадал, о чем же договорятся Трамп и Путин. Все будет решать Трамп и Путин. Путин и Трамп. Свободные люди нигде не нравятся. Везде мафия пытается скрутить их и выстроить своих, ручных, кукловод. Главный дежурный по барахолке украинской. Вот до конца все раздаст, долгов наберет. Он попрошайка. С его назвать одним словом. Всеукраинский попрошайка. Иждивенец. Захребетник. Значит, как еще? Дармоед. Сами не работают, только просят. Дайте, дайте, дайте. Прогноз 21 век для России и всего мира. Век борьбы с терроризмом. И самое плохое случится все в 21 веке. Потому что человечество слишком граждан, слишком много. Планета вся уже истощена. Страшные болезни, так сказать, и катаклизмы ждут нас, поэтому надо быть хорошо подготовленными. Единственная в мире страна выиграет в этой ситуации. Почему? У нас есть огромная территория. Почему? И возникает фактор риска. Им нужны свободные территории, чтобы бежать от падающей, загнивающей территории в другой части. Вот почему нужно... Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Ведь я вам объясняю, как юрист-международник, все, что сегодня на Украине делается, это прозападные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. У НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии. Будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику. Там, где революция, это дураки-руководители. Ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет революция. Потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было. Хоть до вхождения в состав России, значит, то они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими. Сейчас живем в реальности, которую по дням и часам расписал Владимир Вольфович. Что-то невероятное. Ждите. Потому что все, что он предсказывал, каждый день это и происходит. Вот все, что он предсказал, он и про Трампа много говорил. Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют, как Джона Кеннеди. В том, что вот как бы сверху информация на него идет, как будто вот сверху дается ему информация, о чем говорить. Будет ли возвращен Крым России? Да, все исконные территории России будут возвращены. И сразу. Он утром приходил, и у него такая стопка записочек команд по всей партии. Но самые ценные заметки с его аналитикой, которые еще никто не видел. Вот первая попавшаяся про будущее Европы. Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией. Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу. Европа киевского режима уже многим в Европах поперек горла, но еще не все осмеливаются говорить об этом публично. Мы как бы изнасилованы. Так что если вас юридически изнасиловали, заставили принять то, что вам не нравится, какие могут быть компромиссы? Эти бумаги с пророчествами Жириновского легли в основу последней книги Владимира Вольфовича, которая так и называется «Мои прогнозы сбылись». Я позволил себе возразить, я говорю: Владимир Вольфович, вы же действующий политик, вы еще будете делать многие прогнозы. Назовите в прошедшем времени, как я говорю, мои прогнозы сбылись. Я уже всем все сказал. Говорили о нем многое – провокатор, клоун, шоумен, политик. Но что, если за всем этим эпатажем скрывалась не просто политика, а человек, который с пугающей точностью видел нити, из которых сплетается будущее? Владимир Вольфович Жириновский. Его выступления на десятках, сотнях часов записей сегодня звучат иначе. Не как набор громких фраз, а как подробный сценарий мировых событий, которые мы проживаем прямо сейчас. Он не предсказывает дату, он описывает логику конфликтов, распада союзов и рождения новых реальностей. Давайте просто вслушаемся в его слова, произнесенные годы, а иногда и десятилетия назад.
Украина и судьба Крыма – это, пожалуй, самое известное и самое шокирующее своим точным попаданием предсказание. Еще в 2008 году во время выступления в Верховной Раде Украины Жириновский обратился к депутатам со словами, которые тогда казались чистой воды скандалом и невозможным сценарием. Он сказал дословно: «Украина не нужна будет ни Европе, ни Америке. Они втянут вас в НАТО, на вашей территории появятся базы, и это будет прямая угроза для России. Тогда Россия примет решение вернуть Крым. Крым был, есть и будет российским, и вы ничего не сможете сделать. Никакой войны не нужно. Люди сами захотят вернуться». Тогда, в 2008 это вызывало смех, возмущение, свист. Сегодня эти кадры облетают интернет с пометкой «Жириновский предсказывал Крым». Он не назвал год, он писал всю цепочку. Расширение НАТО, угроза для России, решение и сам механизм по возвращению через волю людей. Сценарий, который реализовывался пункт за пунктом. Мировая изоляция. В декабре 2019 года, когда мир еще даже не слышал слова о новой болячке, Владимир Жириновский на одном из своих эфиров сделал заявление, которое все списали на его обычную эксцентричность. Он говорил: вот грядет новый 2020 год, и нас ждет не экономический кризис, нас ждет нечто другое. Грядет изоляция, грядет такое заболевание, которое закроет границы всех государств. Люди будут сидеть по домам, это будет мировая катастрофа, но не война, а нечто иное, биологическое. Через 2 месяца мир узнал о новой болячке. Закрытые границы, локдауны, самоизоляция, глобальный кризис. Совпадение? Слишком много деталей, которые просто угадать невозможно. Белоруссия – угроза западного сценария. Отношения России и Белоруссии – еще одна тема, где прогнозы Жириновского оказались пророческими. Он многократно заявлял, что Запад будет пытаться реализовать на территории Белоруссии тот же сценарий, что и на Украине. Еще до событий 2020 года он предупреждал: «Не дадите Лукашенко усидеть, получите у своей границы не братскую Беларусь, а новый плацдарм НАТО. Начнутся цветные революции, будут пытаться расколоть наш союз. Это вопрос нашей общей безопасности». События вокруг выборов 2020 года, массовые протесты, заявления из-за рубежа и последующее ее еще большее сближение Минска и Москва в рамках союзного государства. Все это укладывается в логику предсказанного им сценария противостояния. Турция и неизбежный конфликт. Отношения с Турцией Жириновский всегда называл сложными и временными. Он указывал, что Турция – член НАТО, и ее стратегические интересы рано или поздно войдут в противоречие с российскими. Он говорил: Эрдоган – непредсказуемый партнер, мы с ним дружим сегодня, но он будет играть против нас там, где это выгодно ему и его западным союзникам. Смотрите на Сирию, смотрите на Кавказ. Турция будет преследовать свои интересы, и это приведет к прямому столкновению. Инцидент со сбитым российским Су-24 в 2015 году и напряженный эпизод в Сирии и Ливии показали, насколько хрупким может быть этот альянс, и настолько точно была предсказана его природа. Задолго до того, как о дедоларизации заговорили на высшем уровне, Жириновский был ее главным и самым яростным пропагандистом. Он называл долларовую систему оружием против всего мира. Его слова: «Пока мы платим в долларах, мы финансируем американскую армию, которая нам же и угрожает. Придет время, и мы откажемся от доллара, создадим свою систему расчетов, и это нанесет США удар сильнее любой войны». Сегодня процесс дедоларизации – официальная политика не только России, но и многих стран мира. Поиск альтернативных валют, расчеты в национальных валютах – все это реализация идей, которые он озвучивал с трибун еще в 90-е и в 2000-е годы. Таким же он был: политическим шоуменом, умевшим привлекать внимание эпатажем, или стратег, который закладывал в массовое сознание возможные варианты будущего, чтобы к ним привыкли, или человек, обладавший уникальным даром анализа, позволяющим ему просчитывать ходы мировой геополитики на десятилетия вперед. Его пророчества не были мистическими, они были основаны на глубоком знании истории, психологии, наций и логики силы.
Он видел мир как шахматную доску и прогнозировал ходы, которые тогда казались фантастикой, а сегодня стали нашей реальностью. Он говорил: «Я не предсказываю, я знаю логику истории», и, судя по всему, он знал ее лучше многих. А что вы думаете? Совпадение это или точный расчет? И какие из его других, пока не сбывшихся прогнозов могут ждать нас впереди? Пишите в комментариях. Кто-то попытается Украину втянуть в НАТО, и население выступит против, а над ними будут издеваться. Если кто-то будет бомбить Харьков, Луганск, Донецк, мы защитим эти города. Тогда этим словам мало кто верил. Теперь каждое слово – свершившийся факт. Он точно продавал оружие на черном рынке по всему миру. Это самая коррумпированная страна в Европе, которая настолько коррумпирована, что НАТО не захотело принимать ее в свои ряды. Везде корыстное побуждение заработать, но они все погибнут. Но они думают об этом как вор. Он идет на воровство, думает, что никто не заметит. Так и боевики. Им кажется, что они совершат вооруженные провокации против Донбасса, никто это не заметит. Они все под прицелом. Главаря киевского режима Жириновский давно видел насквозь. Они специально подобрали такого. Легкий на подъем, актер, и уже играл роль президента. Он сразу начал говорить и делать, как он привык в своем этот 95-й квартал. Человек ни на что не способный, трусливый, заморыш, как его назвать, не знаю, психически неустойчивый. Это специально выпустили такого зверька, побегай, попрыгай. Это последнее телевизионное интервью Владимира Вольфовича. Всю нашу армию привести в полную боевую готовность 20 февраля. Расчехлить все ракеты, заполнить полные баки бензином и керосином все самолеты, дать все боевые задания и потихонечку на взлет. Российская империя в ее законных исторических границах была главной политической мечтой Жириновского. Русская весна, чтобы во всех, так сказать, домах, там, где наши недруги живут, чтобы они все обосрались в коридоре. Последний мирный Новый год, 22-й год, война. Вы ее начинаете, не мы. Вам будет плохо, вам сегодня уже плохо. Но вы довели русских до белого коленя. Нужна им война. Их задача была начать войну против России. Для этого они должны бомбить Донбасс. И Россия будет вынуждена встать на защиту наших граждан. Это уже не соотечественники русские, граждане другого государства. Это граждане России. Их сотни тысяч. Начнут 22 февраля в 4 утра, так символически опять. Вас бомбили немецкие самолеты 22 июня в 4 утра. А мы будем вас бомбить 22 февраля. 22 февраля вооруженные формирования киевского режима усилили артподготовку и уже из всех стволов били по школам и больницам. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Надо такой шухер навести, такой страх на них нагнать, чтобы они поняли. Молчите все. И заикаться не имеете права. Смотреть в нашу сторону не имеете права. Опытный и дальновидный Жириновский еще за 2 месяца до начала СВО все разложил по полочкам и заранее предупредил о последствиях все европейские режимы. А так делать и говорить, чтобы там икались все. Чтобы бежали Ла-Манш, а дальше некуда бежать. Британия. И вся Британия горит к чертовой матери. А? Пожар. Всемирный европейский пожар. Ничего не спасет. Трижды там шикарная мебель, огромные счета в банке, какие-то скафандры. Все, что у вас есть, это вас не спасет. Вы обречены. И здесь нельзя по головке гладить. Все сделать так, чтобы все закончилось. Бородино. Все. Все, мы победили.